Пару дней назад вышло последнее бесплатное дополнение на Sonic Frontiers, и оно было охуенно. Нам дали сыграть за Наклза, самого Тейлза. Стоп. Это же не обзор обновления и даже не самой игры, которая обрела законченную концовку благодаря последнему дополнению, а кое-что другое, глубокое, невидимое обычным взглядом. Всем привет, с вами Андрей Марас и не обзор Sonic Frontiers. Знаешь, пока я пилил шорс по трейлеру третьего сезона Прайма, а после сыграв последнее дополнение фронтов вплоть до топового финального босса, я задумался. Вот ради такого финала, а не кринжового предыдущего, стоило отдать мои 25 тысяч тенге. И тут я сразу прозрел, будто сама погибель подконнектилась ко мне и передала информацию. Sonic Frontiers без DLS стоит дорого, аж целых 25 тысяч тенге. Что по сравнению с конкурентами той же ценовой категории весьма слабо. При этом в течение года ей выкатили 3 бесплатные обновы. Первая с музыкой, вторая чисто кринжа навалить, и третья, где появляется возможность поиграть за всех персонажей, а также сразиться с действительно финальным боссом. И если чуть-чуть подумать и включить воображение, то станет понятно, что обычно такой контент именно в DLS продается. Имею в виду первую и третью части. И если итоговую цену фронтирцев поделить на платные DLS-ки, то уже и не будет настолько дорого. Давай сейчас подробно объясню. Возьмем последнюю 3D игру. Это Colors Ultimate. Сама игра стоит почти 16 800 тенге. Не очень дешево, но ладно. Эта игра имеет 2 DLS, косметический и музыкальный. Косметический по наполнению схож с фронтирцевским, поэтому представим, будто она столько же стоила бы в игре, 1700. Музыкальный пак Colors послабее на треке, я сам это проверил. Поэтому основываясь на нем и контенту фронтов, допустим, что будет стоить 3000 тенге. Итого получаем 21 тысяч. Сильно? А мы еще в расчет не брали третью DLS с персонажами. Если взять для примера стоимость DLS Origins, где добавили нового игрового персонажа, так же как и тут, но только их 3, она стоит 5000. Даже если ее просто взять и не менять цену, то получится стоимость уже 26500, что выше стоимости оригинальной игры. И если наоборот вычесть стоимость DLS из игры, то Sonic Frontiers, в которую мы все играли чуть менее года назад, могла бы стоить 15300. На минутку это 3000 рублей, на 2000 дешевле действующей цены. Разница практически в 2 раза. Она даже дешевле этого же Colors, которая на выходе поссала сильнее фронтов. Да и сейчас у нее все уж не очень хорошо. Возможно, ты спросишь, нахуя ты тут распинаешься? Моей целью не было заставить зрителя ливнуть отсюда, потому что тут вместо игр и смехуёчек идет геометрия, блять. И тем, что Sonic Frontiers стала отправной точкой не только геймплея, но и нового ценообразования игр по Сонику. Если ты активно следишь за моим каналом, то точно знаешь, что я крайне недоволен ценой за Superstars в 30 тысяч тенге. Но если взять в пример Sonic Frontiers и потенциальным вводом бесплатных топовых DLS, то уже задумаешься, а действительно ли игра настолько оверпрайс? Или... В современном геймдеве принято делать ванильную игру не очень дорогой, даже продавать недоделанную на подгорание купивших игроков. Подробить часть функционала на платный DLS и в течение года скорее зарубить деньжата с их продаж. Ведь игроку как финансово, так и психологически проще потратить 30 тысяч на игру с DLS в течение года, чем 25 тысяч за одну покупку, в надежде на будущие бесплатные DLS. Мне больше нравится стратегия с дешевой ванилой и множеством DLS, чем с full прайсом за раз. И почему Sega выбрала такую доисторическую стратегию, вообще неизвестно. Но если еще глубже копнуть, что можно добавить в классическую игру по Сонику в виде DLS, кроме добавления 3 играбельным перса со своей локацией, что звучит безумно для бесплатной DLS с оглядкой на Origins. Ничего путного в голову не идет, кроме банальщины. Но ничего, через 2 недели выйдет игра, обосрем, вознесем, глубоко копнем в лор и будем сидеть скрестив пальцы в надежде на добавление крутых бесплатных DLS. Пока что все мои озвученные теории по Сонику подтверждались, и никто еще не задавался вопросом, почему так. Предлагаю доживших до этого момента написать в комментах, уступает ли этот ролик в качестве с другими видосами на моем канале. Просто на его создание ушло ровно 24 часа.
И стоит ли почаще делать такие коротенькие видосики, скрафченные за одни сутки? Или же продолжить выпускать длиннющие как мод? А с вами был Андрей Марас, и я все еще продолжаю думать, стоит ли ее покупать или все же скинуться с друзьями и оплатить только ее часть.